Привет, друзья! Это я, Олег, и моя кошка Рокси на канале MBS Electronics. Что там, Рокси? Посылка к нам пришла. Вот такая. Из Китая. На самом деле, друзья, наверное, очень многие люди пришли на наш канал по теме 3D-печати и моделирования в SolidWorks. Много лет назад, еще на заре самой 3D-печати, я печатал на самодельном 3D-принтере во Владивостоке. Кстати, это именно я изобрел метод печати на клее BF2. До сих пор есть на канале это очень старое видео и статья на моем сайте. Кому-то нравится этот метод, кому-то нет, но он давно уже ушел в массы и до сих пор люди им пользуются, хотя появилось за эти годы множество новых адгезивных спреев для 3D-печати, множество новых филаментов классных. А в те годы у меня в основном был только ABS, особо выбора не было. И сегодня у нас распаковка вот такой замечательной посылки из Китая. Принтер Flying Bear EON 2. На самом деле модель эта довольно популярная и множество обзоров на YouTube уже есть. Ну, как обычно, сегодня мы будем делать небольшую модификацию и усовершенствование этого принтера. Кстати, очень хорошая инструкция в комплекте. Напечатано все на русском языке, с хорошей полиграфией, со ссылками в виде QR-кодов. Забегая вперед, хочу сказать, что принтер в принципе печатает, так сказать, из коробки. В комплекте есть все, что нужно для его сборки, и 10 метров PLA пластика. 10 метров это не так уж и мало, и можно напечатать очень много всяких мелких деталей таким количеством филамента. Есть у нас в комплекте USB кабель, чтобы печатать непосредственно от компьютера, что не рекомендуется. В этом пакетике все ключи, необходимые для сборки и настройки принтера. Есть вот такая игла для прочистки экструдера в случае его засорения. Также оказался в комплекте вот такой пинцет неплохого качества, пригодится в хозяйстве. Micro SD карта памяти с кардридером даже. Вот такой маленький прикольный кардридер. Как говорится, мелочь, но приятно. Карта памяти на 4 гигабайта, чего более чем достаточно для хранения ваших файлов G-кода. Тачскрин у принтера резистивный. И есть вот такой даже стайлус для нажатия на экранчик, хотя он нормально откликается на нажатие пальцами, как оказалось. Несколько пластиковых стяжек, которые мне не пригодились при сборке принтера. Отдельно в пакетике крепежные винты и ходовая муфта. Все остальное уже установлено. Принтер практически поставляется в собранном виде. Это кронштейн для крепления катушки с пластиком. Единственная не очень хорошая деталь, и сегодня мы будем ее модифицировать с вами. И, собственно, сборка принтера заключается в установке узла оси Z с экструдером и со всеми остальными деталями на основание. Не буду показывать процесс сборки, он очень простой, занимает несколько минут, и на YouTube есть довольно большое количество роликов на эту тему. На карте памяти оказалась модель тестового кубика XYZ, и можно попробовать, как печатает принтер сразу из коробки, без каких-либо настроек, кроме как подрегулировав высоту стола по листку бумаги. Собственно, это и написано в инструкции. Размеры области печати у этого принтера 190 на 190 и 190 также по оси Z. На столике мы видим стекло с покрытием ультрабаза. Кому-то такой принтер пришел со столиком с покрытием в виде гибкой металлической пластины магнитной. Видимо, китайцы посылают то, что есть в данный момент. Принтер оснащен неплохим директ экструдером. Мне он понравился, хорошо печатает. Говорят, он печатает отлично гибкими пластиками. Пока что у меня нет возможности проверить с гибким пластиком. Ну, собственно, практически на всех принтерах Flying Bear они ставят сейчас вот такие экструдеры. Блок, где установлены вентиляторы, скрывает от наших глаз область печати. Тем, кто любит наблюдать за тем, как печатает принтер, придется скачать и распечатать альтернативный вариант вот этого модуля вентиляторов. Ну или заглядывать в щелку между модулем этим и столиком. Как гласит китайская мудрость, можно вечно смотреть за тем, как горит огонь, течет вода
и за тем, как печатает 3D принтер. Машинка работает очень тихо, по крайней мере по сравнению с тем, что у меня было раньше на старых 3D принтерах. Слышно только шум вентилятора. На плате принтера установлены современные тихие драйверы шаговых моторов, поэтому, может быть, даже, к сожалению, нет вот этого аутентичного музыкального звука, который за много лет у меня уже ассоциируется с 3D-печатью. Ну, то есть этого звука нет вообще. Принтер очень, очень маленький, компактный. Я так подумал, что, наверное, можно даже его брать куда-то с собой в поездку, закинув в чемодан. Весит он где-то в районе 6 килограмм. Сейчас вы видите, это самая первая печать, можно сказать, из коробки. И здесь на кухне я его собрал, этот принтер, и прямо здесь на кухне, на кухонной табуретке запустил печать. Как видите, его размер как раз вот по габаритам он соответствует маленькой кухонной табуретке. Печать тестового кубика закончилась, вот так вот он распечатался. Еще осталось вот столько пластика, из которого я умудрился напечатать довольно много мелких вещей, пока не пришла катушка. Пока ультрабаза новая, деталь очень хорошо держится без каких-либо клеев. Размер кубика оказался в норме, плюс-минус 1-2 сотки по всем осям. Поэтому ничего калибровать не нужно, все нормально настроено оказалось. Запустил печать 2 фигурок кошки, такой японский Манеки Неко, скачал на Thingiverse. Вот сейчас хорошо видно габариты, он меньше на самом деле, чем сиденье табуретки. Не очень продуманной деталью этого принтера оказался держатель катушки с филаментом. Во-первых, вот эта часть, на которую одевается катушка, она достаточно короткая, и ее длины может быть недостаточно для некоторых катушек, некоторых производителей. Также высота от основания принтера, вот это расстояние, тоже желательно, чтобы эта высота была больше, хотя бы на сантиметр, потому что катушки некоторых производителей могут задевать за поверхность стола, на котором стоит принтер. На самом деле с помощью 3D редактора и 3D печати этот недостаток легко исправляется. Не нужно печатать полностью весь этот держатель, достаточно сделать небольшую накладку. Файл, новая модель. Фронт панель это у нас соответствует столику принтера для SolidWorks. Создаем эскиз, прямоугольник из центра. Давайте пока поставим здесь размер, у нас 79, ширина 22. Это пока что будет вот такая база. Вытягиваем на 12 миллиметров. Будет высота нашей детали. На нижней поверхности давайте сделаем еще один эскиз. Вот так. Здесь надо нам будет сделать прорезь. Толщина металла там 2,5. Давайте сделаем эту прорезь, скажем, 2,8. Один прямоугольник из центра где-то вот здесь 2,8, и до края прямоугольника от вот этой стенки у нас должно быть 79 миллиметров. Давайте так, вот до этой стенки 79. Прошу прощения, не 79, а 69. 69. Вот так. Туда будет входить вот эта загнутая часть оригинального держателя. Так, вытянутый вырез. Делаем вырез на 8,2 миллиметра. Окей.
готово. Здесь у нас надо ограничитель еще сделать. Так, сразу я его не сделал. Давайте на этой части сделаем эскиз. Выделим вот эти. И сделаем проекцию. Вот таким вот образом. Добавим сюда еще, наверное, вот таким вот образом. Вот так вот. Линии вот такие. Проставим размер. Вот от этой точки до этой точки 10 миллиметров. Попробуем. 10 миллиметров плюс 8,2. 18,2. У нас должно быть, да. Вот так было задумано. Делаем экструд. И вот сейчас просто на глаз. У нас здесь будет еще скос вот такой. Наверное, это много. Где-то вот, ну, может быть 6 миллиметров, да? Сделаем 6, если поставить. Да, пусть будет 6. Окей. И теперь делаем скругление. Выберем пока вот. Выберем филет. Это много, 10 миллиметров. Скажем 6 миллиметров. Да. Чтобы у нас катушка качественно каталась по гладкой скругленной поверхности. Хотя, наверное, 8, наверное, будет хорошо, да. 8. Может быть и 10, кстати, хорошо. Материала меньше уйдет у нас и будет лучше кататься. 10 миллиметров. Отлично, 10 миллиметров. Окей. Вот такая штука получилась у нас. И здесь еще нам надо сделать скругление. Вот здесь делаем тоже скругление, чтобы катушечку у нас не заедало. Не скругление, а, например, фаску. Попробуем. Да, фаску. Вот так. Здесь можно менять наклон этой фаски. Может быть, фасочка здесь будет лучше работать. Вот таким вот образом. Наклон поменять можно фасочки вот так вот. Видите, я пока на глаз делаю. Чтобы катушка не падала с держателя, в то же время, чтобы она не заедала. Окей. Нормально. Я считаю, что нормально. Вот здесь тоже лучше сделать какие-то скругления небольшие. Давайте выберем скругление. Скажем, 2 миллиметра, да? Здесь. Вот так. Пусть будет. И здесь можно сделать. Окей. Вот такая деталь будет. Хотя, наверное, вот здесь я уберу скругление. Вот эту часть я убрал. Сохраняем. И сохраняем как STL. Выбираем здесь формат STL. Все готово. Какой слайсер? Ну, давайте. А вот у нас есть пруша уже открытая. Здесь кубик стоит тестовый. Закидываем. Давайте сделаем под нее профиль. AON2 холдер. Будем печатать вот таким пластиком прозрачным, который у меня стоит на принтере сейчас. Окей. Высота слоя 0,2. Высота первого слоя 0,3. Периметры поставим 4. Сплошных слоев 4. Дополнение сделать 70%. Деталь у нас должна быть прочной. Пруток не очень качественный, и фактически диаметр у него 1,6 вместо 1,75, поэтому здесь я поставил 1,6 первый слой. И давайте сделаем тоже 240 температуру и 185 тоже. И попробуем нарезать нашу деталь. 8 метров будет прутка использовано, 20 грамм веса. Сохраним на карту памяти. Сохраним. Все сохранили. Извлекаем карту памяти. Можно попробовать распечатать, пойти. Я на кухне с компьютером, принтер в комнате. Вот такой я купил пластик узбекского производства на местном маркетплейсе. Отлично, кстати, работает доставка. Если вы сегодня, к примеру, заказываете, завтра вечером уже приходит. Вот такая классная фанерная катушка. Она, кстати, разборная на винтах, так что потом ее можно будет использовать при покупке бескатушечного пластика, который просто вот в бухтах продается. В принципе, пластик неплохой, но у него фактически диаметр оказался 1,6. На самом деле не проблема, главное, чтобы диаметр был не больше и чтобы он не гулял по длине.
Заказал я у них впоследствии еще красный такой же пластик. У него диаметр нормальный, ну в районе 1,75. А у прозрачного почему-то оказался 1,6. Поэтому нужно просто не забыть в слайсере поставить диаметр 1,6 вместо 1,75 в параметрах прутка. Вот такой штукой я протираю стол, чтобы очистить его просто от пыли, от грязи. Попробовал таким карандашом намазать ради эксперимента, хотя нужно сказать, что и без каких-то дополнительных клеев все держится хорошо на этом столике, на новой ультрабазе. Этот пластик пока что у меня на полу стоит. Вот этот держатель, который не очень хороший здесь у этого принтера на самом деле. Стол нагревается очень быстро у этого принтера. Запустил печать, все хорошо. Головки винтов, которыми стянута катушка, видите, там винтики М3. Вот эти шляпки этих винтов, они слегка выступают над поверхностью этой фанеры и иногда зацепляются за изогнутую металлическую часть родного держателя. Сейчас распечатаем эту деталь, установим ее на место, на держатель, и все будет тогда хорошо. А так приходится иногда так вручную подкручивать катушку. Ну а вообще принтер печатает очень хорошо, из коробки, без какой-либо калибровки. По сути, вы настраиваете только слайсер под свою деталь, под свой пластик. Был небольшой люфт роликов по оси Z, но это нормально, они очень быстро настраиваются. Как их настраивать, написано в инструкции. Как выбрать этот люфт, ну чуть позже я покажу. Вот такая у нас получилась деталь. Моей кошке Рокси она понравилась, видите, она оценила качество печати. Вот такой двухсторонний скотч идеально подходит по ширине. Приклеиваем скотч на наш оригинальный металлический держатель. И сверху наклеиваем нашу деталь. Будет держаться мертво. Позже в интернете я увидел похожий проект, но там человек зачем-то винтами прикручивал, сверлил вот эту железку. Это родной держатель. На самом деле не нужно ничего сверлить. Вот этот двухсторонний скотч держит идеально. Ну вот, друзья, совсем другое дело. Теперь держателем филамента можно пользоваться, можно установить более широкую катушку, и также катушка большего диаметра уже не будет задевать за поверхность стола. Давайте откроем нижнюю крышку, посмотрим, что у нас там внутри этого принтера. Видим материнскую плату, на ней написано Aeon версия 1.0 на китайском микроконтроллере GD32F303, который типа клон STM32. В интернете пишут, что эта плата упрощенный клон Robin Nano S1.3. В общем-то мне по барабану, потому что кастомными прошивками какими-то я не собираюсь пока что этот принтер перепрошивать. Работает себе и пусть работает. Источник питания у нас на 24 вольта 12,5 ампер. Нагреватель печатного стола у нас тоже запитан соответственно от 24 вольт, поэтому нагревается довольно быстро. Также внутри корпуса у нас установлен шаговик оси Z. Это узел крепления самой оси Z. Вот так это все расположено. Собственно, внутри корпуса еще остается достаточно места для каких-то дополнительных блоков, если вы любите делать какие-нибудь модификации. На направляющих оси Z используется вот такая хитрая система из 4 роликов. 2 из них установлены на эксцентриках, что позволяет легко выбрать люфт. Из коробки у вас может быть небольшой люфт оси Z, вот таким вот образом. У меня так было, наверное, люфтило где-то на полмиллиметра примерно. Специально для подстройки этих роликов у нас есть вот такой ключ в комплекте. Одеваем на эксцентрик и слегка подкручиваем буквально вот на какой-то миллиметр-два. Нужно повернуть этот эксцентрик, не нужно крутить от всей души. Настраиваем оба ролика, оба эксцентрика таким образом, чтобы у нас пропал люфт и в то же время, чтобы ролики были не перетянуты. Вы должны иметь возможность пальцами их прокручивать. Если перетянуть, у вас может заклинить ось Z, ну или будет повышенный износ этих роликов. На ходовом винте у нас специальная вот такая подпружиненная антивоблинговая гайка.
а ходовой винт у нас закреплен в двух точках, то есть снизу и сверху. Натяжение ремней можно регулировать перемещением мотора. Он закреплен через отверстие овального профиля. Из коробки у меня ремни натянуты хорошо, поэтому я пока что этим не занимался. Соответственно, то же самое и на оси X. Тоже ремень натянут нормально у меня, но можно, в принципе, при желании подтянуть ремень, перемещая мотор оси X. Выключатель питания расположен на задней стенке, что довольно неудобно. Ну а это наш модифицированный держатель филамента, который мы сегодня с вами доработали. Как раз пришла катушка узбекского пластика PETG красного цвета, того же производителя, что и прозрачный. Давайте что-нибудь маленькое им напечатаем. Конец прутка нужно обрезать примерно под углом 45 градусов, прежде чем заправлять его в экструдер. Второпластовую трубку я снимал, нужно установить ее на место. Для тех, кто, возможно, захочет заказать себе такой принтер, кстати, по ссылке в описании, вот эту второпластовую трубку легко выкинуть вместе с упаковкой. Она там в этом пенопласте, которым упакован принтер, так глубоко запрятана. И сначала я думал, что этой второпластовой трубки у меня нет, что мне ее не положили. При более внимательном осмотре ящика оказалось, что она спрятана там в складках этого пенопласта. Хорошо, что я его не выкинул сразу. Ну что ж, друзья, чтобы подвести итог по этому 3D принтеру, в общем, он мне понравился. Маленький, тихий, работает в принципе из коробки, неплохая механика у него, очень бюджетный, наверное, один из самых хороших из дешевых 3D принтеров, наверное, один из лучших для начинающих. Также, я думаю, будет замечательный подарок ребенку на день рождения. Вместо того, чтобы дарить, к примеру, новый телефон, можно вот подарить 3D принтер, потому как такая очень развивающая штука. Будет полезен электронщику, чтобы делать всякие корпуса, коробочки. В этом плане область применения может зависеть только от вашей фантазии. Как принтер поведет себя в дальнейшем, смотрите на нашем канале, друзья. Подписывайтесь на MBS Electronics. Ссылка на принтер будет в описании. А 3D-модельки вы сможете скачать на нашем телеграм-канале. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал обязательно. На этом пока все. Мы с вами прощаемся с моей турецкой электронной кошкой. Всего хорошего, всех благ и с приветом из солнечного Узбекистана.